Гений или злодей? Немецкий экспрессионист Эмиль Нольде. Годы жизни 1867-1956. Мастер картин маслом, акварели и оригинального сочетания цветов. Из-под кисти Нольде появились мрачные пейзажи, портреты, зачастую выполненные в гротескной манере, когда художнику удавалось показать доминирующие черты изображаемого им человека, и не всегда они были безобидными. Сцены из Библии, но ему пришлось сотрудничать с нацистами, и это темное пятно на биографии отравляло художнику всю последующую жизнь. Сам он был из крестьянской семьи. Родители работали на земле, и, казалось бы, судьба Эмиля была предопределена. Кроме него, у отца и матери было еще 4 детей, и все они были фермерами. Но Эмиль, вопреки воле родителей, захотел стать художником. Поступил в Фленбургскую школу художественных ремесел. Там, видя определенные художественные способности мальчика, решили оставить его учиться. Да и родители постепенно сменили гнев на милость. Логично рассудив, что художники зарабатывают не в пример больше крестьян, вдруг получится Эмилю наконец пробиться в люди. Хотя вначале Эмиль был простым резчиком по дереву, изготовлял мебель на заказ, но такая работа ему не очень нравилась. Не было возможности в должной мере проявить свои таланты. Его всегда привлекала работа с цветом, в которой он достиг больших высот. А для изготовления мебели подобные навыки не требовались. Не случайно про Нольде говорили: он видит мир не в линиях, а в красках. Потому Эмиль вскоре оставил свое ремесло резчика и стал художником. А навыки работы с деревом ему пригодились при создании скульптур и гравюр, в которых он также добился определенных успехов. Однако Эмиль родные корни и своих родителей не забывал, даже когда стал известным художником. Его псевдоним Нольде как раз и произошел от названия деревни, где он родился и провел детство. Сам Нольде считал себя немецким художником, хотя имел и датское гражданство. Все дело в том, что деревня, где он родился, после Первой мировой войны перешла к Дании. Но Нольде оно не было нужно, он всегда относил себя к немцам и болезненно переживал поражение своей страны в Первой мировой войне и вынужденную выплату контрибуций. Первый успех к художнику пришел в 1900 году. Тогда он написал австрийские горные вершины Мерх, Юнгфрау и Эйгер. Но вместо обычного и скучного пейзажа, которые до него уже рисовали десятки художников, он поступил оригинальнее, изобразил на картине вершины с узнаваемыми контурами, но стилизованные под человеческие лица. У каждой из них был свой характер, свои эмоции, свое выражение на лице. Задумка понравилась многим. В ней сочетался гротеск, ирония и нестандартный взгляд на мир, так важный для любого настоящего художника. Нольде не чужд был дух предпринимательства. Возможно, сказалась крестьянская закваска, потому он, видя, что картины в подобной стилистике успешны, выпустил серию открыток с их изображением, которые хорошо продавались. Так Нольде стал достаточно известным и обеспеченным человеком. Можно было полностью посвятить себя искусству, а не браться за ремесленные заказы. Возможно, живи он несколько позже, то мог бы стать неплохим иллюстратором книг в стиле фэнтези. По крайней мере, с фантазией у Нольде все было в порядке, а на своих ранних работах он иногда изображал фантастических существ, часто достаточно жутковатых. В 1902 году Нольде женился. Его избранницей стала датская актриса Ада Вильструб. Она взяла псевдоним Нольде, то есть такой же, как у мужа. Именно тогда Эмиль Хансен, настоящее имя Нольде, надумал сменить фамилию в угоду более благозвучной и интересной Нольде. Актриса стала пропуском в мир берлинской богемы, куда простому крестьянскому парню вход был заказан. Но популярный художник и муж известной актрисы – другое дело. На самом деле Нольде это было выгодно. Появились новые заказы, выгодные в материальном и творческом плане. Он стал писать портреты известных танцоров, певцов и актеров, неоднократно изображал и свою жену. Его работы отличались удивительно ярким сочетанием цветов, некоторым искажением обычных пропорций, выпячиванием на первый план интересных для Нольде черт характера. По крайней мере, определить, что из себя изображенный на ней человек представляет, понять отношение к нему художника
которое не всегда было безобидным и положительным. Для Нольде важна была эмоциональная составляющая картины, но не всегда эти эмоции были положительные. Как и на картинах многих других художников-экспрессионистов, выходили на первый план сильные переживания и общее впечатление автора. Берлинская богема с удовольствием заказывала картины Нольде, его взгляд на мир, выраженных в картинах, был необычным, интересным, людям хотелось посмотреть на себя со стороны с точки зрения талантливого художника, каким и был Эмиль Нольде. Традиционная портретная живопись уже такого интереса не вызывала. Зачем она нужна, если стали повсеместно распространяться фотографии? Иное дело картины экспрессиониста Нольде. А Нольде, заработав достаточно денег на заказах портретов берлинских знаменитостей, много путешествовал. Объездил почти всю Европу, а потом решился на совсем уж экзотическое путешествие в Новую Гвинею. Он отправился туда в составе научной экспедиции. Там нужен был способный художник, который бы смог зарисовать местные виды и внешность туземцев. Оттуда Нольде привез много работ. Поездка вышла выгодной в творческом плане, и никто до него еще не рисовал аборигенов в манере экспрессионистов. Устав путешествовать и заработав достаточно денег, Нольде решил основательно обустроиться неподалеку от тех мест, где он родился и где прошло его детство. Так появилась собственноручно спроектированный им дом, в котором помимо жилых комнат находилась и картинная галерея, о которой художник давно мечтал. Вокруг дома его жена организовала несколько больших цветников, показав себя отличным садовником. А Нольде нарисовал их. Так появилась цветочная акварели этого художника. Но есть в его биографии и неоднозначные моменты. Так, в 1934 году Нольде стал членом НСДАП. Поначалу он, как и многие другие немцы, разделял идеи национал-социализма. Некоторые работы Нольде, выполненные в классической манере, покупали видные немецкие функционеры. Он даже заработал репутацию придворного художника, но лояльность властей длилась недолго. Вскоре национал-социалисты организовали выставку «Дегенеративное искусство», в которой отбирали со всех германских музеев картины экспрессионистов и авангардистов. В нее попали около 30 картин Нольде. Будущим фашистам не понравились работы, обыгрывающие библейскую тематику. Стало ясно, что на художника начались гонения, и в 1941 году Нольде полностью запретили писать и продавать картины. Но художник, которому к тому времени уже исполнилось 74 года, не мог без творчества. Он перешел на акварели, чтобы не выдавать себя запахом масляной краски, а получившиеся работы старательно прятал. До конца Второй мировой войны Нольде успел написать свыше 1000 акварелей, то есть почти каждый день появлялась новая работа. Впоследствии, когда ситуация изменилась и запрет на творчество будет снят, хотя наверняка он не был строгим, иначе художник не смог бы писать столько акварелей, Нольде планировал нарисовать по их мотивам настоящие, по мнению художника, картины маслом. Умер Нольде в 88 лет, оставив после себя сотни картин, многие из которых сейчас находятся в крупнейших музеях. Как художник он был великолепен, а вот как человек Нольде хоть и пытался всеми силами сделать из себя жертву нацизма, но был приверженцем многих идей национал-социализма и антисемитом. Подобные неприглядные факты раньше замалчивались, однако сейчас они стали достоянием общественности. С другой стороны, нельзя отрицать все достоинства его картин, а сам Нольде писал: «Только художник, отделенный от человечества, может по-настоящему быть творцом». Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.